Добрый день. Сложный материал, важный ролик. Прошу его посмотреть внимательно. Название обязывает. Как мне кажется, в нем я скажу вещи, которые сложны для понимания, но еще более они сложны для того, чтобы я их озвучил, потому как полгода его рожал. Гибридная классовая война. И опять я начну с того же, с чего начинал последние ролики. Фундаментальные исследования лежат в основе правильных технологий, правильной тактики, правильной стратегии. Мы год искали пролетариат не потому, что Олег Двуреченский дебил. Это были фундаментальные исследования. Но на базе них рождаются те материалы, которые сейчас начинают выходить. Нетерпеливые люди стебались над Красным ТВ и надо мной. Но без той работы, без того подхода не было бы этих материалов. Прошу внимательно послушать меня для тех, кто реально думает, для тех, кто реально выстраивает тактику и стратегию освобождения угнетенных и униженных. Начнем сначала. Одним из основных итогов в поисках пролетариата, часть 7, надеюсь, ссылка появится, стало понимание, что унитарно организованный, как унитарный патрон, вообще большие массы унитарных классов, то есть похожие по образу жизни, по способу труда, по участию в разделении общественного труда, начиная с 30-х, 50-х годов, исчезли. А именно к ним апеллировал в манифесте Энгельса Маркс. Именно про них писал Маркс в «Капитале». И уже в «Капитале» он засомневался и отошел от тех 5 признаков, которые мы обозначили. Кто есть пролетарий? Но сейчас не о пролетарии. Факт остается на сегодняшний день в том, что пролетариат, тот середины 19 века, к концу 20-го во всем мире стал, первое, дисперсным, разнообразным, как цвета радуги, как куст, который дал много из одного стержня, много ветвей. И второе, то же самое случилось не только с пролетариатом, но и с хозяином на заводе. Теперь это не Форд, теперь это может быть много управленцев. Теперь уже не надо владеть 51% акций, можно владеть просто большинством. А ведь для коммуниста, привычного к фильмам Советского Союза, к пропаганде Советского Союза, классикам Ленин, Сталин, Маркс, Энгельс. Ведь очевидно, что пролетариат могильщик. Это униженные, оскорбленные, это основная часть наемных работников, это революционная часть наемных работников. И она монолитна, потому что она похожа. Еще раз, монолитна, потому что она похожа. Каждый элемент этой системы очень похож. Но мы оказались во второй половине 20 века в системе во Франции для французской коммунистической партии, в Италии для итальянской коммунистической партии, в Латинской Америке для тех коммунистических партий в состоянии, что он стал не монолитным. Но так ли это удивительно для человечества? Нет. Мое историческое образование говорит мне об одном, что целые школы возникли в русской истории, грековская, фраяновская, которые пытались понять, ребята, у нас есть в письменных источниках огромное количество терминов,
Ну как их всех загнать в крепостных крестьян? Они по своему свойству не подходят. Более того, «Русская правда», другие законодательства, которые принимались в Руси, в Московии, в Российском царстве, не описывают их так, каких мы их знаем для конца XVIII века. То есть перед нами картина, что у феодализма те же проблемы, что у нас, у марксистов, с капитализмом. Когда я это понял, мне пришлось залезть в феодализм. Мне это просто, я занимаюсь феодальным обществом, древними обществами, формациями. И полгода я читал, рассуждал, думал, читал историков, археологов, марксистов, и вдруг все срослось. А вот то, что срослось, я об этом расскажу сейчас. И почему это важно сейчас для вас, самого обычного юзера канала YouTube. Прошло 6 минут. И я сожрал 6 минут вашего времени, но это вводное. Только после нее вы поймете, о чем этот ролик. Он будет состоять из 3 частей. Фундаментальной, научной, марксистской, а потом практической. Вы можете выключать, кто не готов, прямо сейчас. Итак, когда зарождался феодализм, не капитализм, он тоже столкнулся в социальном устройстве, формация эта новая, с тем, что ей досталась очень упрощенная схема. Если вы начнете читать какие-нибудь древнеегипетские источники, вы там услышите такой кластер социальных работников, послушные призыву. И таких кластеров вы наберете примерно 50. Да? Но это Древний Египет. А Древняя Русь? Потому такие школы возникли, о которых только что я сказал, что когда стали изучать феодальное право Древней Руси, Московской Руси, столкнулись с той же ситуацией, с которой столкнулись мы сейчас. С дисперсностью. Их было много. Но так ли было всегда? И что означает эта дисперсность? Сегодня я попытаюсь вам объяснить, что это означает. Итак, когда зарождается формация, она проходит примерно вот такую вот картину. А именно, вначале она берет все от предыдущей. Предыдущая уже дошла до предела. То есть, если рисовать формации, то выглядеть это будет синусоидой. Когда она зарождается, общественно-экономическая формация, то она осваивает старые способы производства. И так как те старые дошли до предела, до сужения, то они падают вниз. Ведь формация, капитализм, феодализм, рабовладельческий строй, первобытно-общинный – это всегда освоение технологий. Технологии в переводе на русский язык, на марксистский язык – это производительные силы. Какими технологиями вы обладаете и можете освоить в рамках того коллектива, что у вас есть, тех производственных отношений, что у вас есть, тех производственных противоречий, классовых противоречий, что у вас есть. Вернее, даже еще проще. Кто хозяин, что для него выгодно, он выбирает из спектра технологий, что дает максимальную прибыль для него. И что позволяет держать основной народ в узде для его прибыли, для него. Я нарисовал вот такую вот схему. Переводя на русский язык, звучит это так. В начале, принимая у старой формации ее
производственные отношения, вы получаете их в расцвете, но в кризисе. Расцвет заключается в том, что они стали мощнее, чем, допустим, были раньше. Но кризис заключается в том, что наросли такие производственные силы, что они вам мешают. Как у Чехова там, с его этими 3 сестрами или там, с Чайкой. Как, ладно, смотрите. Читаешь древнерусские источники и понимаешь, что там нет таких простых, ясных крепостных крестьян, которые есть, допустим, в конце второй половины 17 века. В 18 веке их там нет. Там есть закупы, челядь, там есть смерды, 27 вариантов смердов. Кто из них кто? Кто из них крепостной крестьянин? Историки бьются, интерпретируют. Нам важно понять одно. В начале, когда рабовладение уходило в передовых странах, рабы, рабовладельцы, масса всяких плебса, пролетариата, у плебса, потому что самая низшая часть плебса – это пролетариат, всякие там приживальцы, но в целом и общем рабы и рабовладельцы. Их строй достиг состояния максимальной экономической эффективности, не пуская новое, а новое у них было. И тут феодализм. Он также прошел через эту картинку. В чем она? Когда он зарождался, все было просто. Там первобытное отношение, там все еще общины. Но потом он выдал такой спектр. Представьте себе стручок, а потом бах, потому что он еще эффективен. Он еще может осваивать тех технологий, которые у него есть. Поэтому он выдает большое разнообразие производственных отношений, то есть классов. Не классов, а классовых взаимоотношений. То есть какой-нибудь монолитный класс дает вариабельность. Дальше. По мере того, как он очень сильно осваивает все, что создало человечество в научном смысле, в технологическом смысле, он эксплуатирует все навыки. Но дальнейшая эксплуатация вызывает противоречие. Противоречие в чем? В том, что появляются новые технологии, несовместимые с этой общественно-экономической формацией. И он начинает, используя все, что он еще может использовать, и загоняет их в некое сужение. Так, феодализм, Древней Руси, еще раз говорю, закупы, смерды, челядь. У смердов 5-6 категорий, 20 категорий. Челядь, смерть, который продал себя на стадии, на уровень закупа. Он свободный, но ведет себя как раб. Закуп. Вроде бы раб, но у него столько вариабельности. Потому что феодализм еще имеет возможности осваивать все эти производительные силы и адаптировать их под мелкие, очень дисперсные отряды. Но с капитализмом та же история. А в чем не повезло Марксу и Энгельсу и повезло одновременно? Что сыграло злую шутку с марксистами, последователями? Если вы посмотрите на феодализм, то у него есть такие периоды. Ранний феодализм, развитой, поздний. Вот в позднем империализме, феодализме, самое яркое воплощение – это абсолютизм. Просвещенные монархии, у нас Екатерина, у них там Людовики всякие. Но социальная структура сильно упрощается в это время, потому что уже зарождаются уже 100-150 лет, как зарождаются капиталистические, новые, совершенно несовместимые с феодализмом структуры. И вот когда он осваивает все, что может освоить, а остальное отсекает, нарастают противоречия. Но противоречия это выражаются в том, что количество, вот это дерево
различных социальных структур, эксплуатируемых, эксплуататоров, начинает сужаться. Кризисы их загоняют в одну колею. И тех, и тех. И у нас к концу XVIII века есть бари и есть крепостные крестьяне. Но если вы посмотрите на XIV век, XIII век, а потом перескакиваем XV век, вы там такую упрощенную картину не найдете. Там такое разнообразие социальных прослоек, как эксплуатируемых, так и эксплуататоров. Поэтому все эти закупы, смерды, все вариабельности смердов и закупов были так сложны для историков, которые привыкли к кондовой, понятной схеме. Есть два класса – буржуазия или пролетариат. Более того, эта схема воплощалась в простую войну классовую. Ведь что такое классовая война? Эволюция, социальное мироздание, социальное, есть каменное, костное, есть биологическая, живая, есть эволюция разума. Это я по Вернадскому сейчас. Так вот, социальная эволюция тоже рождает сама по себе. Мы можем ее называть формациями, кластерами, как угодно, но она рождает сама по себе структуры и качественные переходы между структурами. Эти качественные переходы и есть формация. Так вот, когда Энгельс и Маркс писали манифест коммунистической партии, еще были свежи классовые структуры позднего феодализма, абсолютизма, что в России, что в Германии, что во Франции. И там было всего 4 сословия, не 44, не 154, а 4. Грубо говоря, феодализм так сильно все освоил с точки зрения развития производительных сил, что он их всех сузил, потому что у него были кризисы, крестьянские войны. И постепенно он все это освоил и для максимальной эффективности свел и сужения. Свел все к 4 сословиям. Дворяне, крепостные, крестьяне, городские и священники. Все. Та же самая история в России. Поймите, он достиг максимального. У Екатерины был флот, был Ушаков, был Суворов. Он достиг максимального пика. Вот, чтобы понять аналогию, посмотрите, какого уровня развития достиг парусный флот накануне появления пароходов. Посмотрите, какого уровня развития достиг стрелковый лук накануне появления огнестрельного оружия. Какого уровня достигло рыцарство, дворянство, этика и эстетика, пропаганда накануне появления обычного пороха, железных стволов, фитилей. И вы поймете, что это была вершина феодализма, вершина любой технологии. Но она была настолько к этому времени сужена уже, достигнув вершины. То есть у нас два графика. С одной стороны вот такая диаграмма, а с другой стороны он достиг вершины. Но он в потолок ударился, и дальше что-то требуется. Те, кто это понимали, они реформировали. Те, кто не понимали, дожидались гражданской войны и революции. С капитализмом та же история. Ладно бы с ним, но с марксизмом та же история. Марксу и Энгельсу досталась картина 4 сословий Европы и новая картина зарождающегося молодого капитализма. Молодого. Есть только 2 класса. Все остальное потом рассосется по этим 2 классам. Но понимание работы той или иной формации общественно-экономической говорит о другом.
Когда только 2, это значит молодой. Ты еще не освоил все технологии. А какие технологии придется освоить капитализму? Тогда, во времена Карла Маркса и Энгельса, молодых еще, это паровой двигатель, это бутылочная революция, это агротехническая революция. Все. Но смог ли освоить капитализм лучше, чем молодые ростки нового строя, кибернетику? Да, смог. Смог ли он освоить химическую промышленность? Да, смог. Он еще в силе, он еще может. И по мере того, как он осваивал двигатель внутреннего сгорания, кибернетику, все ваши, извините меня, компьютеры и то, что вы смотрите меня сейчас в Ютубе, он еще мог и способен был в рамках капиталистической системы все это осваивать. Может быть, он до предела, парабола такая, и так до конца? Нет. Есть следствия, заложенные, как раковая опухоль, внутри любой системы. Пределы, так называемые. Появились проблемы с экологией. Никуда не деваются кризисы, описанные Марксом и Энгельсом и Лениным. Это кризис перепроизводства и борьба за рынки сбыта. Они никуда не деваются. Он их освоить по своей природе не может. Именно поэтому гениальный марксист. И именно поэтому марксисты болеют комчванством. Почему? Они вдруг для себя решили, что если мы узнали причины смерти капитализма, то мы можем делать все по старинке. Вернемся к пониманию. Любая формация в классовом смысле проходит 3 этапа. Это сейчас новое слово в марксизме. Вначале, принимая и будучи молодой, она очень простая. Так же, как марксизм это описывал для раннего капитализма. Пролетариат, который вбирает в себя все классы, и буржуазия. Но мы сейчас не видим тех Фордов, не видим тех предпринимателей уровня геополитического масштаба. Мы видим наемных работников, чиновников, управленцев, которые получают куда как больше, чем бывший Форд. Капитализм эволюционировал. Он осваивал все более и более новые технологии. Он осваивал все более и более новые производственные отношения. И он быстро понял, что перед ним опасность. Он хорошо почитал «Капитал» Маркса. Но главное еще и в другом. Помимо того, что он понял ментально, он еще и понимал, что эти производительные силы в рамках капитализма он будет использовать, метод конкуренции используя, более эффективно, чем все их футуристические прогнозы. Да, у него есть пределы. Ну, например, у него кризис перепроизводства, всех можно накормить, всех можно вылечить, всем можно дать образование, можно освоить Марс, все что угодно, сделать людей счастливыми, но ему это не выгодно. Ему выгодно совсем другое – прибыль. Более того, он убивает планету, и он заключает всякие договоры, но ему это не выгодно. Над капитализмом нависла зеленая опасность. Осознание всеми, что он настолько много всего производит, сжигает, давит и уничтожает, и это все не перепадает народу, это вторая опасность, которую все понимают. Кризис перепроизводства. И потом ему некуда все это продавать, то, что он производит, поэтому он сжигает. Поэтому война. Но те простые рабочие, организованные по-солдатски, получающие ровно столько, чтобы восстановить рабочую силу, стали в определенной степени капитализму не нужны. Почему? Потому что у него появилась химическая промышленность, робототехника, кибернетика, цифровые технологии. Он их всех еще может использовать. Да, он сталкивается с копирайтом,
потому что есть copyleft. В смысле, ты спел песню, и за это будешь платить деньги. Ты один раз спел, а все будут платить 100 лет за эту твою песню деньги? Ты изобрел станок, выкупил его права, освоил их, а все остальные, чтобы потом начать это делать, должны платить деньги? Тогда ты плати за азбуку. Очевидные вещи. И капитализм в них бьется. Отсюда рождаются всяческие силы. Но это его пределы. То есть, грубо говоря, в виде Linux вместо Windows у тебя товар будет дешевле. Поэтому мочим Linux, вкладываемся в Windows платный, и товар твой дороже, но прибыли у тебя больше. Потому что если Linux, то ты не получаешь с этого прибыль. А соответственно ракеты летают бесплатно, относительно. Станки с ЧПУ работают бесплатно, за программу не надо башлять. Он дошел до своего предела, но еще не до конца. Так с чем мы столкнулись в поисках пролетариата часть 7? Мы поняли, что тех унитарных рабочих больше нет. У нас есть целый спектр этих. Не спектр, даже сложнее. Радуга, спектр. Как куст они дали огромное количество наемных работников. Причем интересы их, в отличие от организованных по солдатскому принципу, могут противоречить уже друг другу. Но и с капиталистами эта история произошла. А в чем алгоритм этой ситуации? В том, что капитализм все еще эффективен. Он уже смертелен для планеты Земля. Он уже смертелен для миллионов голодающих и умирающих. Он уже смертелен для тех, кто может получить бесплатное высшее и среднее образование. Для семей и всей России, и таких государств, как Россия. Но он еще эффективен. А какие будут первые признаки? Не те, что описал Ленин или Маркс. Первые признаки будут те же, что было с феодализмом, когда он начнет сужать классовое разнообразие. А как это произойдет? А вот когда у нас 30% тени рабочих и наемников, вдруг все будут разорены и окажутся, а мы сейчас это наблюдаем. Вот вам коронавирус, вот вам падение цен на нефть, сделки по ОПЕК, они мечутся. Нам Марцинкевичи и прочие объясняют, что все это хорошо, но это бред. Они все окажутся на улице, и им придется встраиваться в эту прослойку основную. Капитализм, скорее всего, освоит все технологические уклады, которые есть на сегодняшний день, не давая прорывных, точно так же, как феодализм не давал крупным мануфактурам и фабрикам ходу. Поэтому случилась французская, английская, нидерландская революция. Он возьмет на себя некое производство и обобщит его, и оно будет архиспециализировано, архиэффективно, архимодернизировано. Там будет и паровой двигатель, и двигатель внутреннего сгорания, и химическая промышленность, и кибернетика, и все самые сложные компьютерные технологии. И там понадобится ограниченное количество людей, но тем не менее все остальные люди будут рваться именно туда, и он упростит себя. Пройдя череду от простоты к максимальной сложности, осваивая все эти способы и уклады индустриальные, он потом пойдет на скачок. Он достигнет с точки зрения эффективности максимального пика. Но этот же пик будет означать и конец капитализма. Да, я вас разочарую. Пока у капитализма конца еще не видно. Он отомрет не во времена, как феодализм Нидерландской республики, не как во времена английской революции спустя 100 лет, не как во времена французской революции. Он потом отомрет. То есть он сейчас еще осваивает, еще все еще может. А Грамши это заметил, историк Грамши, марксист, заключенный, заметил и написал: слушайте, у нас что-то не выходит. Раньше была простая война, классовая, сейчас все стало сложно. Вон, почитайте романы Эриха Марии Ремарка. Вы поймете очень много. Они все унижены, оскорблены, но они так дисперсны. Та тенденция развития,
производительных сил и, как следствие, производственных отношений достигла пиковых значений к 30-50 годам. Но с пика с этого она все еще не сошла. Еще он нарастает, и будет пик еще выше. Потом пойдет на спад, как это тысячелетняя история развития человечества. Но классовую борьбу отсюда никто не отменял. Что же с ней происходит? Как выглядит негибридная классовая война? 30 минут я с вами разговариваю и только подошел к теме ролика. Но без объяснения того, что было 30 минут назад, вы не поймете то, что я скажу сейчас. Как выглядела негибридная классовая война? Вы хозяин, ну почти феодал. Вы наняли людей, почти как феодал. То есть видите еще те события. Форт. И вы разговариваете с наемными работниками, им объясняете, что вот мне нужно, как бы я за вас на самом деле, но как бы вот такие законы. Кто не согласен, я не виноват. Эти начинают организовать, идти в коммунистическую партию, организовывать профсоюзы. Там начинается борьба куда лучше, там начинается оппортунизм, традюнионизм, экономизм, большевизм, меньшевизм. Но это движуха с этой стороны. Но движуха была и с этой стороны. Капитализм для себя понял одну простую вещь. Блин, да, без этих пролетариев нам никуда не деться. У нас правая экономика двигателя внутреннего сгорания. У нас отверточная сборка. Нам нужно много рабочей силы. Они все примерно получают одинаково. Но их так много. И Маркс, видно, прав. Они ведь нас на вилы посадят. Посмотри на Советский Союз, на Россию. Они ж посадили. Не, что-то не то. Но это их мысли. Но есть еще и объективные причины под мыслями этих людей. А какие эти причины? Развитие производительных сил. Объективные основания. Тут кибернетика Винера появилась. Тут химические великие открытия, искусственная еда, как консервировать еду, как ее сделать заменители еды. Тут появились робототехника, роторная техника. А нам не нужно столько рабочих. Отлично. И капитализм начал свою войну. Раньше война была простая. Смотрите, большое количество людей вышли на стачку, забастовку, те локауты объявляют, нанимают штрейхбрехеров. Очень напоминает войну там, Первой мировой или Второй мировой. Классовую войну, которая напоминает по уровню развития технологий и противостояния Первую и Вторую мировую войну. Но ведь можно по-другому. Технологии позволяют. Выгода у нас в другом. Вы нам все просто не нужны. Но вас есть. Вас лучше сократить, но вы есть. Пока вы не сократились, мы будем делать следующее. И они начали первую свою мировую гибридную классовую войну. Давайте разберем их маневры. А потом, ничтоже сумняшися, разберем наши маневры. И поймем, почему листочки у заводов перестали работать. И в 30 лет коммунистические рабочие партии России не получают ожидаемого результата, не захватывают авангард. Новые технологии. Скопленное богатство обеспечивает им две вещи. Скопленное богатство обеспечивает им возможность воевать с Советским Союзом. Типа, а мы своих рабочих будем кормить не хуже ваших. Мы им дадим все ваши социальные завоевания. Они боролись до Советского Союза, а сейчас мы их дадим. И американский рабочий, который особо не воевал в войне, приходит такой и думает, слушай, ну и технологии у нас есть, и предпринимательство, и конкуренция работают. И я вот купил дом, вот у меня машина Chrysler хорошая, большая, жрет топливо. Да зачем мне ваш Советский Союз? Ну запустили вы спутник, ну запустили вы, ну вы же нам через пропаганду, я же знаю, вы же нам угрожаете. Не, я патриот Америки, у меня есть американская мечта. К американской мечте мы вернемся.
Через соцстрах и скопленное богатство они и войну мировую, они вывели своих из-под удара и закормили. Классовая эта война. Это что, казаки с нагайками? Это полицейские с дубинками? Нет. Они сделали этот шаг. У них еще была эволюция к кейсианству, понимание, что государство играет свою роль. И иногда надо просто разбрасывать деньги из самолетов, потому что наша финансовая система это выдержит. Второй шаг. Слушайте, у нас такие технологии хорошие, нам не нужно их столько. Их надо просто сократить, они слишком опасны. Вернее так, они нам не нужны, в таком виде они не нужны и опасны. И Тэтчер в 80-е годы просто уничтожает свою промышленность. Да? Там забастовка колоссальная шахтеров. Советский Союз им помогает, а она просто ее уничтожает. Пусть торгуют телефонами. Им нужно было с экономической и с политической точки зрения уменьшить численный состав пролетариата. Экономика, научные открытия, развитие производительных сил этому способствовали. А куда этих людей девать? Да пусть идут, торгуют телефонами. Пусть пылесосами торгуют. Камевиажерами будут. Да плевать, куда они пойдут. Мы уже из единой этой солдатской организованной массы вырвали людей. Не всех. Экономику разрушать мы не собираемся. Прибыли получать мы собираемся. Ну, уже вырвали. И этим сказали: слушай, парень, ты вообще крутой, мы тебе твои идеалы и ценности создадим. И вот получается, что и технологическое развитие, уже не паровой двигатель, и не нужно такое количество сборочных, ржавых цехов. Уже у нас сложнее все. Так, а те, кто работают, нам нужно их снарядить знаниями, потому что у нас станки ЧПУ, числовое программное управление. Их надо учить, а соответственно и платить. Вот у меня было 100, осталось 10. Ну, деньги те же, но эти уже будут моими подсознательными союзниками. У каждого будет по домику, по машине, и он не вякнет, а прибыль будет примерно та же. Война идет не теми способами, как мы ожидали. Вышел богатый толстый буржуй и сказал: казаки, руби это быдло. Нет, совсем по-другому. Они, пользуясь развитием капитализма, который еще не закончился, который еще прогрессивен, уже есть регрессивные моменты, но еще они не перевалили. Они сокращают количество работников. Они выводят производство за рубеж. Те, кто остались, становятся компонентами этой системы. И те, кто остались, помимо того, что их снабжают, они их еще сделали соэксплуататорами другой рабочей силы, где-нибудь в Индонезии, в Китае или в Африке. И они получают прибавочную уже стоимость с их труда. Им просто начисляют ее. И эти люди совсем другие становятся. Пока еще капитализм себя чувствует уверенно. Но кризис перепроизводства и борьба за рынки сбыта, два этих креста капитализма никто не отменял. Маркс гениален, хоть и давал маху. И они, грубо говоря, главное, на мой век хватит, туда. Потом Трамп говорит: нет, давай назад. Ну, понятно, о чем идет речь. Туда, во времена неоконсерватизма. Здесь мы своих, как после Великой Отечественной, Второй мировой, накормим. За их дешевую работу эти будут получать чуть больше, чем целесообразно, с точки зрения восстановления способности к труду по Марксу. И мы получаем картину, что они воюют не так, как раньше. У них война сократить, накормить сокращенных, тех вывести в другие способы наемничества, наемного труда, там их разделить на мелкие отряды. Когда мы изучали уровень доходов наемных работников
Российской Федерации 2015-19 года мы были потрясены. Советчики у нашего Путина потрясающие. Все наемные работники в целом и общем разделены на 2%. То есть эти 2% презирают тех, а те мечтают стать этими. Все на 2%. Да, мы отсекли 2 прожиточных минимума как критерий. Но внутри этого они все равно все разделены. Дисперсные разделены. Они, кроме того, там, в Индии, в Китае, в США, в Германии, в России выделяют сервисизиат. Ну, надо же куда-то девать из тех 100, осталось 10, 80. Эти-то 10 хорошо получают. Главное, чтобы они не бастовали, чтобы они не поднимали политические лозунги. Мы этих направим на то, чтобы они обеспечивали им те услуги, которые они могут удовлетворить, навязанные нам. Через что? Через телевидение, через Голливуд, через MTV. Это еще один фактор. Итого, они сокращают. Это и объективные условия. Они выводят. Это объективные условия. Они распропагандируют. То есть фактически у того пролетариата, который был очень простой, очень ясный, пережиток феодализма, появилось огромное количество союзников, дисперсных. И они каждому из них навязали свой мир мечты, свою американскую мечту. Об этом писал и говорил Грамши, что на смену традиционалистскому обществу и традиционалистской организованной еще сельским способом по армейскому принципу рабочим пришла городская цивилизация. Об этом писал Карамурза. Но он не увидел вот эту закономерность любой общественно-экономической формации. Она потому такая пришла, дисперсная, атомизированная, что еще он в силе, еще он прогрессивен, еще он осваивает технологии. Внутри него уже родились смертельные язвы, но пока они ему не страшны. Иммунная система капитализма еще жива. Вот так они повоевали с нами. Разложили мозги, сначала убрали прежде всего материальную основу для нашего противоречия, наемных работников. Разложили мозги и вывели людей на сторону. Но это не все. Они пошли дальше. Там, где еще сохранялись эти очаги, они туда аутсортинг запихали и гастарбайтеров. Смотрите, они вас не бьют дубинками. Они просто вам транслируют по телевизору. Они вас не загоняют в локауты. Им не нужны локауты. Им даже уже не нужны штрейкбрехеры. У них есть аутсортинг. Какие штрейкбрехеры? Они лишили самой возможности осознания себя целостностью. Это их гибридная классовая война. Грамши сказал: товарищи, типа микроагрессия. Они сложили гегемонию. Они так нас всех нарезали, сделали атомизированными, снабдили городскую цивилизацию городских рабочих определенным достатком, больше, чем 2 прожиточных минимума, больше, чем просто способность восстановления к труду. И надо чтобы такие точки зарождались. И они проявляли микроагрессию, чтобы изнутри разъедать эту гегемонию. А гегемония – это соединение эксплуататоров с эксплуатируемыми. Это американская мечта. Когда этот думает, что он перескочит через самые 2%, о которых я говорил, по шажочкам зайдет на Олимп. И такое возможно. Даже Российская Федерация это демонстрирует. Бывшие тренеры по дзюдо у нас достигли уровня в топах миллиардеров мира. Возможно, но за счет уничтожения. Что вы не получите, и ваши дети, не высшее образование. За счет того, что капитализму в целом и общем не нужен человеческий потенциал. За счет того, что ему лучше пусть дохнут, чем мы их накормим, потому что они же думать начнут. За счет того, что они не должны концентрироваться и собираться. То есть если у них их гибридная война может быть сведена к одному принципу: разделять, дробить,
Потому что А – это эффективно, Б – это безопасно. Еще раз, если бы только было бы безопасно, они бы проиграли. Но скотина – это еще и эффективно для современного уровня развития производительных сил и производственных отношений. Они пока еще прогрессивны, как царская империя времен Екатерины и Петра I с феодальной точки зрения была прогрессивна. Что же можем мы ответить им? Ну, никто не отменял то, что делает РКРП, Фонд Рабочей Академии. Концентрироваться на рабочих, еще сохраняющихся коллективах. А таких у нас немало. Мы посчитали, я еще раз сказал, фундаментальные исследования дают нам цифры. 2,6 миллионов организованных, получающих минимум меньше 2 прожиточных минимумов в России, работающих в крупных трудовых коллективах, машиносборочных, фабрично-заводские рабочие. 2,6 миллиона человек. 4,6 миллионов человек, не обязательно работающих на тяжелой промышленности. И 50 миллионов все остальные работники. Что предлагаем мы? Первое. Во-первых, признать, что зачастую бесплодный труд РКРП, РПР, он благ, он правилен, потому что все равно вода камень точит. Бесплодный, но честь им и хвала, что они продолжают. Но только на этом останавливаться значит заведомо проиграть гибридную классовую войну. Вы видели, как они развели нас? Нам придется также развести их. Иначе мы не воюем. Нет уже линейных армий, траншей до Черного моря, до Балтийского моря. Уже войны гибридные идут. Так вот и классовые войны стали тоже гибридные. Честь и хвала красным блогерам. Хоть они там поливают нас грязью, гордыней страдают, впадают в всякое мракобесие, все равно есть очень серьезные люди, которые хоть называют он себя капиталистом, хоть и не называют он себя капиталистом, а они размывают по Грамши эту гегемонию. Ну, я рекомендую всем Гоблина, Тубушоу, Жукова, Яковлева, канал Тактик Медиа, ну и прочих. Но это не все. Красное ТВ провело исследование, изучив все отряды, всю дисперсную радугу современных наемных работников. Мы просто пошли. Мы изучили все требования вокруг трудовых конфликтов у врачей, у таксистов, у фабрично-заводских рабочих, у учителей, у дальнобойщиков, у докеров, у диспетчеров, у железнодорожников за последние 7 лет. И мы увидели, что требования не совпадают. Так, чтобы сказать декрет о земле. Нет, не совпадают. Но все они сводятся к тому, что я сказал в апрельских тезисах. Надеюсь, ролик появится сейчас. Нам надо начать войну по каждому из этих отрядов. При этом имея единый центр, понимая, что этот отправляется туда, имея определенное направление и сознавая, что они реально хотят. Не идет к ним с красными знаменами и с портретом Сталина на груди выколотым. Нет. Он идет к ним предметно. То есть, сначала то, что я сказал, что вам делать сейчас в ролике. Вы еще не встроены в систему. Станьте авторитетом у себя на районе. Получите информацию в своем районе. А что делать красным в этой гибридной войне? Делать, что делали раньше. Но плюс к этому, по каждому из отрядов наемных работников сформировать свою программу. Имея общую, которую я отразил в апрельских тезисах. Обычная работа с листовками у проходных, блогерство, работа по каждому из отрядов. Весь ли это список моих предложений? Нет, не весь. Но уже это то, к чему они не готовы. Им нужны просто РКРП или просто КПРФ. Нужны буржуям. Когда же у нас будет хотя бы 3 таких подхода? То есть
Обычный классический марксистский подход к рабочим, фабрично-заводским рабочим. Индивидуальная пропаганда на уровне микроагрессии через красных блогеров по требованию Грамши. И третье. Когда мы уже точно просчитали интересы всех отрядов наемных работников. И под каждый этот отряд мы создадим свою систему и свою программу. А кроме того, вспоминаем ролик «Что вам делать сейчас?». Мы растим новые леса партии в кадровом составе, которые авторитетны каждый на своем регионе. Пока это то, что я могу на скорую руку вам предложить. Но итог. Любая формация проходит стадию зарождения, упрощения, потом как дерево, огромное количество социальных классов. И не надо красным убиваться, что они убивались. Что как же, вот манифест же. Два, а их-то вот оно сколько сейчас. Не надо, это закономерность формационная. Открыли ее мы. Это развитие в марксизме, новое слово в марксизме. И когда она достигает максимального своего пика, потом для того, чтобы повышать эффективность и сталкиваясь с кризисными явлениями, как у нас сейчас, выгоняют людей и всех их вгоняют в очень узкие коридоры. Вот сейчас кризис этот на наших глазах развивается. Она начинает сужать классовое разнообразие. Люди по способу труда и по уровню достатка, дохода, получаемого от разделения этого труда, становятся очень похожими. Это зарождение, разнообразие еще пока силен, и смерть любой формации. Нам надо понимать, что мы находимся сейчас примерно здесь. Не там, как в 50-е годы, в 70-е, 80-е. Вот здесь. И кризис, который сейчас сотрясает страну, ведет семимильными шагами вот к этой унитаризации. Просто время убыстрилось по сравнению с феодализмом. Там 100 лет понадобилось, чтобы из всего этого многообразия перешли быстро к крепостным, дворянам, церковникам и городским жителям, посадским. Все. Нам сейчас вот эта система может занять десятилетия. 5 лет. А пока мы не впали в то состояние, вот здесь пока мы находимся, по стрелке, если мы рисуем эту картину, то вот то, что я предложил, надо применять. 53 минуты, вынес всем мозг, сказал много сложного. Но это важно. Спасибо.